Какие места на Земле настолько опасны или засекречены, что ученым официально запрещено их исследовать? На одном острове живут люди, убивающие любого чужака на месте, и правительство это защищает законом. В другом месте под землей скрыто нечто настолько аномальное, что все экспедиции были свернуты без объяснений. И это только начало списка. Антарктида — континент, покрытый льдом толщиной до 4 километров, официально открытый для... Но под этим льдом скрыто озеро Восток. Водоем размером со всю Германию, изолированный от внешнего мира 15 миллионов лет. Российские ученые добрались до его поверхности в 2012-м и немедленно засекретили все результаты бурения. Международный комитет по антарктическим исследованиям запретил дальнейший забор проб воды, сославшись на риск биологического заражения. Реальная причина до сих пор не раскрыта. В образцах льда над озером уже обнаружены бактерии, не похожие ни на один известный вид. Что живет в самом озере, неизвестно никому за пределами закрытых лабораторий. Северный Сентинельский остров находится в Бенгальском заливе в 50 километрах от Порт-Блэра. На картах он выглядит как обычный тропический остров площадью 72 квадратных километра. На деле это единственное место на Земле, где правительство законодательно защищает право местных жителей убивать любого приближающегося человека. Сентинельцы живут на острове не менее 60 тысяч лет и за все это время не установили контакта ни с одной внешней цивилизацией. Их язык не расшифрован, их численность неизвестна, детские оценки варьируются от 50 до 500 человек. Их орудия, ритуалы, социальная структура — полная загадка для науки. В ноябре 2018-го американский миссионер Джон Аллен Чо высадился на остров нелегально, заплатив местным рыбакам за доставку. На следующее утро его тело сентинельцы утащили вглубь острова. Индийская береговая охрана не предприняла попытки забрать труп, приближение к берегу грозило обстрелом стрелами длиной до метра. Это не первый случай. В 1974-м режиссер Национального географического общества Панас Экономопулос организовал экспедицию с подарками — кокосами, куклами и живой свиньей. Сентинельцы приняли кокосы, закопали куклы в песок, убили свинью и выпустили стрелу в бедро самому Экономопулосу. Экспедиция немедленно отступила. В 1991-м антропологу Мадхумали Чаттерджи удалось несколько раз приблизиться к берегу на лодке и оставить подарки без столкновений. Это был единственный за всю историю случай, который можно назвать относительно мирным контактом. После этого индийское правительство полностью прекратило попытки установить связь и в 2005-м официально запретило любые экспедиции в трехмильной зоне вокруг острова. Причина запрета не только безопасность исследователей. Главная угроза направлена в другую сторону. У сентинельцев нет иммунитета к обычной простуде, гриппу или один зараженный человек способен уничтожить все племя за несколько недель. Именно это произошло с андаманскими племенами Онге и Джарава после контакта с внешним миром в 20 веке. Их численность сократилась на 90%. Ученые, изучающие сентинельцев, работают исключительно с вертолетов на высоте, недосягаемой для стрел, из кораблей за пределами трехмильной зоны. Все, что известно об их быте, получено через телеобъективы. На снимках видны хижины, рыболовные сети, небольшие лодки и костры. Никакой керамики, никаких признаков земледелия. Чистый палеолит в 21 веке. В 2004-м, после цунами в Индийском океане, над островом пролетел индийский военный вертолет, чтобы проверить, выжил ли кто-то. Сентинельцы встретили его градом стрел и копий. Все выжили, остров оказался достаточно высоким, чтобы волны не причинили серьезного ущерба. Вертолет улетел, не приближаясь. Что скрывает остров помимо самого племени, науке неизвестно. Геологическая структура, флора, фауна, возможные археологические слои — все это остается вне досягаемости. 60 тысяч лет непрерывного проживания людей на одном месте — это потенциально богатейший археологический объект на планете, и добраться до него невозможно. Мекка ежегодно принимает почти 3 миллиона паломников во время хаджа. Это один из самых изученных городов с точки зрения логистики, архитектуры и демографии. Но в самом центре города стоит объект, который не исследовал ни один независимый ученый за всю историю современной науки. Кааба — кубическое строение высотой 13,5 метров в центре мечети Масджид Аль-Харам. Немусульманам въезд в Мекку запрещен законом Саудовской Аравии. Нарушителей депортируют, а гидам, проведшим чужака в город, грозит тюремный срок. Это означает, что никакая независимая археологическая экспедиция физически не может получить доступ к объекту, которому по различным оценкам от 1,5 до 4 тысяч лет. Внутри Каабы находится небольшое помещение площадью около 13 квадратных метров. Туда допускаются только король Саудовской Аравии и избранные религиозные деятели, примерно 2-3 раза в год для ритуальной уборки. Никаких научных исследований внутри не проводилось никогда. В восточный угол Каабы вмонтирован черный камень. Объект темно-красного цвета диаметром около 30 сантиметров, скрепленный серебряной оправой. Его происхождение официально
официально не установлено. Версии варьируются от метеоритного происхождения до вулканического стекла или агломерата нескольких пород. В 930-м камень был украден карматами и отсутствовал 22 года. За это время он был расколот на 8 фрагментов. Ни один из этих фрагментов никогда не проходил независимый геохимический анализ. В 1979-м во время захвата Большой мечети группой вооруженных экстремистов под руководством Джухаймана Аль-Утайби французские контрразведчики из подразделения Гиген участвовали в операции по освобождению. Это один из редких задокументированных случаев присутствия немусульман в непосредственной близости от святыни в современную эпоху. Никаких научных наблюдений они, разумеется, не проводили. Под мечетью Масджид Аль-Харам и прилегающей территории исторически располагался один из древнейших торговых центров Аравийского полуострова. Мекка стояла на пересечении торговых путей задолго до возникновения ислама. Что находится под фундаментом мечети, неизвестно. Масштабная реконструкция комплекса, начавшаяся в 80-х и продолжающаяся по сей день, уничтожила значительную часть исторических строений без какой-либо предварительной археологической фиксации. Османские здания 19 века были снесены бульдозерами. Дом, в котором по историческим источникам родился пророк Мухаммед, был снесен в 1989 и заменен библиотекой. Саудовский археолог Абдулла Аль-Шариф в 2002 публично заявил, что реконструкция уничтожает бесценные исторические свидетельства. Его слова были проигнорированы властями. Международные организации по охране наследия не имеют механизмов воздействия на суверенное государство, которое сознательно закрывает доступ к объекту. Что именно погребено под многовековыми слоями застройки в самом сердце Мекки – один из самых болезненных вопросов для исторической науки. Ответа на него нет и в обозримом будущем не предвидится. В 2013-м ЦРУ впервые официально признало существование базы, которую десятилетиями называла выдумкой конспирологов. Рассекреченные документы подтвердили название «Зона 51» и ее точные координаты в пустыне Невада в 130 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. На этом официальная информация заканчивается. Периметр базы охраняется не армией, а частной охранной компанией по контракту с правительством. Датчики движения, камеры и вооруженные патрули на джипах без опознавательных знаков контролируют зону в радиусе нескольких километров от ограждения. Предупредительные таблички прямо указывают, что охрана имеет право применять летальную силу. Воздушное пространство над базой закрыто для всей гражданской авиации и обозначено на картах как зона ограниченного доступа R4-807 А и Б. Независимые ученые не могут подать заявку на исследование объекта. Журналисты не получают аккредитацию. Спутниковые снимки коммерческих операторов периодически засекречиваются по запросу правительства. В 2018-м активисты обнаружили, что компания Google намеренно размывает определенные участки территории базы на своих картах. Что реально происходило внутри, известно из показаний бывших сотрудников. Пилот Кен Калахан, работавший на базе в 60-х, описал испытания самолета-разведчика У-2 на высотах, недостижимых для советских истребителей. Именно эти полеты порождали большинство сообщений об НЛО над Невадой. Серебристый самолет на высоте 21 километра в лучах заходящего солнца выглядел как светящийся объект без опознаваемых форм. Позже на базе испытывался самолет-разведчик SR-71 Blackbird и малозаметный штурмовик F-117 Nighthawk. Оба проекта были засекречены на десятилетия. Это объясняет часть истории, но не всю. В 1989-м физик Боб Лазар заявил в прямом эфире телеканала KLAS, что работал в подземном секторе базы С-4 на обратном проектировании внеземных летательных аппаратов. Его данные о работе в Лос-Аламосской национальной лаборатории первоначально отрицались правительством, затем были частично подтверждены через архивные телефонные справочники лабораторий. Личное дело Лазара из баз данных исчезло полностью. Университет, который он якобы окончил, не нашел его в своих записях. Сам Лазар объяснил это целенаправленным уничтожением его биографии. В 2019-м более 2 миллионов человек записались на шуточное мероприятие в социальных сетях под названием «Штурм зоны 51». Армия США отреагировала официальным предупреждением. Любая попытка проникновения будет пресечена силой. Около 150 человек все же добрались до ворот базы. Никто не перешел периметр. Двое были задержаны еще на подъезде. Что именно хранится в подземных уровнях базы сегодня, неизвестно. Инфраструктура продолжает расширяться. Спутниковые снимки фиксируют новые ангары и расширение взлетно-посадочных полос. Бюджет засекречен в рамках так называемых черных программ Пентагона, общий объем которых оценивается в $50 миллиардов ежегодно. Ни один независимый ученый, журналист или инспектор не имеет туда доступа. Законодательно и физически. Из трещины в леднике Тейлора в Антарктиде вытекает поток насыщенного красного цвета. Выглядит это как открытая рана в белом льду.
5-метровый водопад цвета свежей крови, стекающий в замерзшее озеро Бонни. Австралийский геолог Гриффит Тейлор обнаружил его в 1903 году и решил, что красный цвет объясняется водорослями. Он ошибся. Настоящая причина была установлена только в 2003 году, спустя почти столетие после открытия. Цвет воды объясняется высочайшей концентрацией окисленного железа. Вода буквально ржавеет при контакте с воздухом, как металл. Но это лишь объясняет цвет. Сам источник воды оказался несравнимо интереснее. Под ледником Тейлора на глубине около 400 метров находится замкнутый подземный водоем, изолированный от внешнего мира примерно 1,5 миллиона лет. Температура воды в нем составляет минус 10 градусов по Цельсию, соленость в 4 раза превышает океанскую. Именно поэтому вода остается жидкой при такой температуре. Солнечный свет туда не проникает. Кислорода практически нет. В этой воде живут бактерии. 17 различных видов микроорганизмов, которые существуют в полной изоляции от остальной биосферы Земли с плеоцена. Они не используют фотосинтез и не нуждаются в кислороде. Их метаболизм основан на переработке сульфатов и железа. Это замкнутая экосистема, существующая без какой-либо связи с поверхностью планеты. Именно здесь возникает проблема для науки. Водопад — это утечка из этой системы. Каждый раз, когда исследователи берут пробы воды непосредственно из потока или пытаются пробурить доступ к подземному резервуару, они рискуют занести туда поверхностные микроорганизмы. Загрязнение уничтожит объект исследования безвозвратно. 1,5 миллиона лет изоляции будут обнулены одним неосторожным буром. Антарктический договор и протокол по охране окружающей среды к нему запрещают любое бурение, способное нарушить целостность изолированных подледниковых экосистем без специального разрешения Комитета по охране окружающей среды. На практике это означает, что прямого доступа к резервуару нет, и получить его крайне сложно. Каждая заявка на бурение проходит многолетнюю экспертизу. Научная ценность объекта огромна по одной причине. Спутники Юпитера и Сатурна, в частности Европа и Энцелад, предположительно содержат подледниковые океаны с похожими условиями. Отсутствие света, высокое давление, соленая вода, возможное присутствие химических источников энергии. Если жизнь существует под ледником Тейлора в таких условиях, это прямое указание на то, где искать ее за пределами Земли. В 2017 группе исследователей из Университета Аляски удалось частично картировать подземный резервуар с помощью радиолокационного зондирования без физического вскрытия системы. Результаты показали, что водоем значительно крупнее, чем предполагалось ранее. Его точные границы до сих пор не установлены. Что именно живет в его глубинах, известно лишь потому, что вытекает наружу через 5-метровую трещину в леднике. Атолл Бикини в Тихом океане выглядит на спутниковых снимках как открытка. Бирюзовая лагуна, белые пляжи, густая растительность. В 2010-м он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристам туда въезд разрешен. Жить там нельзя никому. С 1946 по 1958 Соединенные Штаты провели на атолле Бикини и соседнем Эневеток 23 ядерных испытаний. Самое мощное — термоядерный взрыв Касл-Браво 1 марта 1954 оказался в 2,5 раза мощнее расчетного. Вместо 6 мегатонн взрыв дал 15. Радиоактивное облако накрыло площадь в 17 тысяч квадратных километров. Пепел выпал на японское рыболовное судно Фукурю-Мару в 160 километрах от эпицентра. Все 23 члена экипажа получили острую лучевую болезнь. Один погиб. Коренных жителей атолла, народ Бикини, американские военные переселили на необитаемый атолл Ронгерик еще в 46-м, пообещав скорое возвращение. В 68-м президент Джонсон объявил, что атолл безопасен. Около 170 жителей вернули. В 78-м их эвакуировали повторно. Анализы показали критическое накопление цезия-137 в организме. Они ели кокосы, выросшие на зараженной почве. Обещанного возвращения не последовало до сих пор. Уровень радиации на самом атолле формально снизился до показателей, которые американские власти считают приемлемыми для кратковременного посещения. Но почва содержит цезий-137, стронций-90 и плутоний-239 в концентрациях, делающих постоянное проживание невозможным. Период полураспада плутония-239 составляет 24 тысячи лет. Атолл останется непригодным для жизни дольше, чем существует вся письменная история человечества. На дне лагуны лежат десятки кораблей, затопленных во время испытаний. Там линкоры, авианосцы, подводные лодки. Они стали популярным объектом для дайвинга. Независимые ученые, желающие исследовать долгосрочные экологические последствия ядерных испытаний, сталкиваются с закрытыми американскими военными архивами. Полные данные о составе и количестве радиоактивных веществ, выпавших на атолл в результате каждого взрыва, до сих пор частично засекречены. На
На атолле Эниветок ситуация еще показательнее. В 1977-м американские военные собрали радиоактивный грунт и обломки с нескольких островов архипелага и захоронили их под бетонным куполом на острове Рунии. Купол получил неофициальное название «Гроб». Он строился в расчете на условия холодной войны, а не на вечность. Сейчас бетон трескается, фундамент подмывается океанскими волнами, и радиоактивная жидкость внутри купола, по данным независимых наблюдателей, просачивается в лагуну. В 2019-м об этом написал журнал Колумбийской школы журналистики. Официальной реакции американского правительства не последовало. Полноценные независимые научные экспедиции на острова архипелага требуют разрешения от правительства Маршалловых островов и согласования с американской стороной. На практике это означает многолетние бюрократические барьеры и избирательный доступ к данным. Что именно происходит с морской экосистемой лагуны спустя 70 лет после испытаний, известно лишь частично. В пустыне Каракум в Туркменистане горит яма диаметром 70 метров и глубиной 30. Она горит непрерывно с 1971 года. Местные называют ее Дарваза, врата. Туристы прозвали ее вратами ада. Официальное туркменское название — газовый кратер Дарваза. Как бы ее ни называли, потушить ее до сих пор не смогли. Официальная версия происхождения кратера звучит так. Советские геологи бурили скважину в поисках нефти, грунт провалился, образовалась полость с природным газом, и геологи подожгли ее намеренно, чтобы выжечь метан и предотвратить отравление окрестностей. По расчетам, газ должен был выгореть за несколько недель. Прошло более 50 лет. Проблема в том, что эта версия практически не подкреплена документами. Советские геологические архивы того периода по данному объекту либо не существуют, либо засекречены. Ни одного имени геолога, принявшего решение поджечь яму, в открытых источниках нет. Точная дата события варьируется в разных источниках от 68 до 71 года. Некоторые геологи, работавшие в регионе в тот период, утверждают, что кратер образовался сам по себе в результате естественного обрушения, а не бурения. Независимые геологи не имеют свободного доступа к объекту. Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира с жестким государственным контролем над всеми природными ресурсами. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в 2010-м лично спустился к краю кратера на джипе для съемки пропагандистского ролика. В 2022-м он официально приказал потушить кратер, заявив, что горящий газ наносит экономический ущерб стране. Кратер продолжает гореть. Канадский исследователь-экстремал Джордж Коронес в 2013 году спустился на веревке на дно кратера в термозащитном костюме. Он провел внутри около 15 минут, взял образцы породы и зафиксировал температуру у дна порядка 1000 градусов по Цельсию в отдельных точках горения. Его экспедиция была частной и не санкционировалась туркменскими научными структурами. Полученные образцы были переданы в Национальное географическое общество, однако полноценного геологического исследования на их основе опубликовано не было. Научный интерес к кратеру конкретен. Под Каракумом находится одно из крупнейших газовых месторождений в мире. Понять точную геологическую структуру полости, механизм ее образования и реальные запасы газа под ней значит получить данные о масштабах всего туркменского газового бассейна. Именно эта информация имеет стратегическую ценность, и именно поэтому туркменские власти не заинтересованы в независимых исследованиях. Дополнительный вопрос экологический. Кратер непрерывно выбрасывает в атмосферу углекислый газ и несгоревший метан. Точный объем выбросов за 50 лет никем не подсчитан. Для этого нужен постоянный мониторинг, который туркменская сторона не ведет и иностранным структурам не разрешает. Приблизительным оценкам независимых климатологов, кратер Дарваза входит в число точечных источников метановых выбросов, сопоставимых с небольшими промышленными предприятиями. На дне кратера, по данным Коронеса, были обнаружены бактерии, выживающие при экстремальных температурах. Какие именно? Не уточнят. Систематического микробиологического исследования объекта не проводилось никогда. Тема острова Сентинельцев уже была раскрыта в части 2 этого сценария. Использование той же темы повторно создаст дублирование контента, которое разрушит восприятие ролика. Для части 8 рекомендую одну из следующих тем, которые соответствуют формату топа и еще не использовались. Остров змей Кеймада-Гранди в Бразилии, остров с плотностью ядовитых змей до 5 особей на квадратный метр, закрытый правительством для посещения. Подземный город Деринкую в Турции. Нижние уровни официально закрыты для исследований. Архив Ватикана. Тысячи документов, к которым ученые не имеют доступа. Озеро Натрон в Танзании. Щелочная среда, превращающая животных в камень с ограниченным научным доступом. Секретные бункеры горы Ямантау на Урале. Российский аналог зоны 51. Напишите, какую тему использовать для части 8, и я напишу главу в полном соответствии с требованиями.
Под собором Святого Петра в Риме находится хранилище, которое католическая церковь контролирует почти 2 тысячелетия. Ватиканский апостольский архив содержит 85 километров стеллажей с документами. Это не метафора. 85 километров физических полок, уходящих в подземные залы под площадью Святого Петра. Доступ туда строго ограничен, и то, что туда не пускают, не конспирология, а задокументированный факт. До 2001 года архив официально назывался «Секретум» — тайный. Иоанн Павел II переименовал его в апостольский, подчеркнув, что слово «секретный» означало лишь личный архив папы. Но переименование не изменило правил доступа. Исследователи могут подать заявку на работу с документами, но только с теми, которые церковь сочтет возможным показать. Нижние хранилища, так называемый индекс, список запрещенных книг и связанные с ним материалы Инквизиции, открыты избирательно и частично. В 2006-м Ватикан рассекретил часть документов Инквизиции. Среди них оказалось полное досье на Галилео Галилея. 7 лет следствия, протоколы допросов, текст отречения. До этого момента историки работали с копиями и пересказами. Оригиналы хранились под замком 370 лет. Досье на Джордана Бруно, философа, сожженного в 1600-м за ересь, было частично рассекречено в том же году. Выяснилось, что следствие длилось 8 лет и включало показания доносчиков, чьи имена церковь скрывала столетия. Полный текст приговора до сих пор не опубликован. Что еще хранится в нижних уровнях? Известно лишь по косвенным данным. Историк Владислав Ретти в 60-х годах 20 века обнаружил в архиве рукописи Леонардо да Винчи, о существовании которых не знал научный мир. Сколько подобных находок остается нераскрытым, неизвестно. Переписка между Генрихом VIII и папой Климентом VII по вопросу аннулирования брака, спровоцировавшая отделение англиканской церкви от католической, хранится в архиве. Исследователям она была показана частично. Полный корпус документов по этому делу до сих пор не опубликован. В 2020-м папа Франциск рассекретил документы о деятельности папы Пия XII в период Второй мировой войны. В частности, о его позиции относительно Холокоста. Историки получили доступ к части фонда. Первые же публикации показали, что Ватикан располагал детальными сведениями об уничтожении евреев в Польше уже в 1942 году. Какие именно документы остались закрытыми после частичного рассекречивания, неизвестно. Формальный механизм ограничения доступа прост. Ватикан является суверенным государством и не обязан следовать международным нормам архивной открытости. Ни одна внешняя структура, ни ЮНЕСКО, ни научные организации, ни правительство не имеет права требовать доступа к его фондам. Исследователь получает ровно то, что ему решат показать. Нижние уровни хранилища, по словам сотрудников архива, содержат документы, датированные первыми веками христиан. Папирусы, пергаменты, манускрипты, переписка пап с императорами Рима. Материалы, способные радикально изменить понимание истории раннего христианства и позднеантичного мира. Независимый ученый не может проверить это утверждение. Он не может даже получить полный каталог того, что там хранится. Каталог засекречен тоже. Марианская впадина. Самая глубокая точка океана, 11 километров до дна. Человечество опускалось туда всего несколько раз за всю историю. Луну люди посещали чаще, чем дно Марианской впадины. И это не случайно. Попасть туда технически сложнее, чем выйти на орбиту. Первое погружение совершили в 1960-м швейцарский океанолог Жак Пикар и американский военный офицер Дон Уолш на батискафе «Триест». На дне они провели 20 минут. За это время успели заметить одно — плоскую рыбу, похожую на камбалу, медленно уплывающую в темноту. Это наблюдение до сих пор вызывает споры среди биологов. При давлении в 1100 атмосфер позвоночные рыбы теоретически не должны существовать. Тем не менее, Пикар зафиксировал это в официальном отчете. Следующее пилотируемое погружение в самую глубокую точку, желоб Challenger Deep, состоялось лишь в 2012. Его совершил кинорежиссер Джеймс Кэмерон на аппарате собственной разработки Deep Sea Challenger. Он провел на дне 3 часа. Из запланированных научных инструментов половина вышла из строя под давлением. Образцов грунта он привез меньше, чем рассчитывали ученые. Тем не менее, в пробах были обнаружены живые организмы, фораминиферы размером до 10 сантиметров, что в десятки раз превышает их обычные размеры на поверхности. Проблема исследования впадины не только техническая. Марианская впадина расположена в международных водах, но значительная ее часть входит в исключительную экономическую зону США, острова Гуам и Северные Марианские острова. Американские военные ведут в этом районе подводную акустическую разведку с помощью системы SOSUS, сети гидрофонов, установленных на дне океана еще в эпоху Холодной войны. Данные этой системы засекречены. Ученые, желающие разместить собственные акустические приборы в зоне военных интересов, сталкиваются с прямыми отказами. В 2014-м японский беспилотный аппарат зафиксировал на глубине 8 километров объект длиной около 3 метров, движущийся против течения. Видеозапись была опубликована, затем удалена с официального сайта Японского агентства морских и земных технологий без объяснений. Копии сохранились в открытом доступе. Что именно было снято, официального ответа нет.
На дне впадины обнаружены микропластик и следы промышленных загрязнителей. Полихлорированные бифенилы в концентрациях, превышающих показатели одной из наиболее загрязненных рек Китая. Это означает, что самая изолированная точка планеты уже содержит продукты человеческой деятельности. Изучить, как эти вещества влияют на местные экосистемы, практически невозможно. Каждое погружение стоит от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов. А беспилотные аппараты, способные работать на такой глубине, можно пересчитать по пальцам одной руки. 95% мирового океана остаются неисследованными. Марианская впадина, вот его самая глубокая и наименее изученная часть. Карты лунной поверхности точнее, чем карты дна Мирового океана. У науки есть более детальные топографические данные о Марсе, чем о том, что находится в 11 километрах под поверхностью Тихого океана. В начале этого рассказа прозвучал вопрос: какие места на Земле недоступны для науки? Ответ оказался неожиданным. Одни закрыты законом, как Мекка или Зона 51. Другие защищены самой природой, давлением, льдом, ядом или изоляцией в 1,5 миллиона лет. Третьих охраняют сами люди, вооруженные луками и живущие так, как жили 60 тысяч лет назад. Но самое поразительное, что большинство этих мест находится не в далеком космосе и не в параллельных измерениях. Они здесь, на одной планете с нами. И мы понятия не имеем, что там внутри.